Каждая хозяйка знает о том, как важно во время приготовления рыбы удалять из нее все кости. Ведь застрявшая в горле даже маленькая косточка представляет собой не только неприятное, но и опасное явление. Сегодня мы поговорим о том, что делать в подобной ситуации и можно ли вытащить кость из горла в домашних условиях. Здравствуйте, мои хорошие! Потенциально опасными блюдами считаются строганины из свежемороженой рыбы, домашние рыбные консервы, вяленая, сушеная или соленая рыба, уха и любые блюда из многокостных видов рыб, таких как карась или окунь. Не всегда удается почувствовать момент, когда рыбья кость застревает в горле, так как это может быть очень маленький фрагмент. А многие люди напрасно считают эту проблему безобидной, надеясь на то, что со временем принимаемая пища протолкнет кость, и она спокойно попадет в желудок. К сожалению, это не всегда так. Вариантов развития событий немного. Все они зависят от размера кости и своевременности обращения к врачу. Если вовремя не извлечь застрявшие рыбные кости, при их глубоком проникновении в ткани стремительно возрастает риск развития инфекционно-воспалительного процесса, нагноения и формирования абсцессов. Известны в медицинской практике случаи, когда рыбья кость при сокращениях мускулатуры пищевода проходила через его стенку и внедрялась в ткани легкого. Оставлять рыбью кость без внимания – то же самое, что играть в русскую рулетку со своим здоровьем, а иногда даже с жизнью. К счастью, примерно в 90% случаев врачу удается увидеть и беспрепятственно удалить инородное тело. Однако бывает и такое, когда нет возможности немедленно обратиться за медицинской помощью. Что делать в подобной ситуации? Удаление застрявшей в горле кости в домашних условиях оправдано только при ее неглубоком проникновении в мягкие ткани. В данном случае очень важно не допустить ошибки. Итак, чего делать категорически не стоит? Пытаться протолкнуть косточку твердой пищей. Ни один современный учебник оториноларингологии таких рекомендаций не содержит. Но это наиболее частая рекомендация, которую можно найти на просторах интернета. Съесть, а лучше проглотить, не прожевывая корочку хлеба. Якобы твердая корка зацепит кончик кости и утащит ее в желудок. Данный способ очень опасен, так как может стать причиной дальнейшего проталкивания кости вглубь лежащие слои с усугублением клиники, а также дополнительного травмирования чувствительной слизистой. Если пострадавший начинает сильно кашлять и напрягать мышцы горла, застрявшая кость опускается в пищевод. Этот орган пищеварения является очень нежным. Прободение стенки пищеварительного тракта часто приводит к смертельно опасным последствиям. Самостоятельное использование сподручных материалов для удаления кости категорически запрещено. Зубные щетки, ложки, вилки, спички травмируют слизистую горла еще больше. Попытки употребления горячих растворов. Горячие напитки приводят к усилению кровотока за счет расширения сосудов. В результате наблюдается не только усиление отека, но и повышение риска развития кровотечения. Наружный массаж места повреждения также нежелателен. Он приведет к более глубокому вхождению кости в слизистую оболочку. Провоцирование рвоты. Содержимое желудка, попав в рану, в разы увеличивает риск развития острого инфекционного процесса. По этой же причине не следует самостоятельно удалять кости с горла больным с хроническими процессами в полости рта, танзилитом, фарингитом, ларингитом. Это может привести к формированию глубоких ран, которые быстро подвергаются инфицированию и осложняются формированием абсцессов. Также нежелательно самим извлекать кости с горла у больных с нарушением работы сердца и легких. Подобные манипуляции в горле, которое содержит много нервных окончаний, приводят к рефлекторным нарушениям функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Категорически запрещено в домашних условиях извлекать кости с горла у ребенка. Ну а теперь о том, как можно помочь самому себе, если в горле застряла рыбья кость. Выпейте воды. Иногда этого оказывается вполне достаточно для избавления от проблемы. Следующий шаг. Попробуйте с силой выдуть воздух наружу через горло. Именно выдуть, стараясь не напрягать мышцы гортани, а задействуя в основном дыхательную мускулатуру грудной клетки.
Если это не помогло, следует проглотить своеобразную подушечку для иголок. Такой подушечкой может стать хлебный мякиш, смоченный в молоке, только не сухая корка. Более эффективно работает банан, а лучше всего проглотить кусочек зефира или ложку арахисовой пасты. Эти продукты очень липкие, а потому легко забирают с собой косточки. Тем, у кого существуют проблемы с глотанием, можно попробовать утащить косточку вниз в желудок при помощи картофельного пюре, кефира, густого йогурта. Продукты должны быть комнатной температуры или температуры тела. Холодные напитки загоняют кость еще глубже в результате сосудистого спазма. Иногда избавиться от кости в горле в домашних условиях помогает проглатывание нескольких ложек растительного масла. Можно использовать масло любого сорта, но лучше всего применять оливковое, так как оно легче усваивается организмом человека. Что касается удаления кости руками, никаких зубных щеток и кусков марли использовать нельзя. Если рыбная кость застряла в горле таким образом, что вы ее хорошо видите, надо вооружиться пинцетом и фонариком или зеркалом. Пинцет необходимо предварительно простерилизовать. Извлекать таким способом можно только небольшую, хорошо видимую кость. Если она крупная или вы ее не видите, лезть в горло пинцетом нельзя. Процедуру извлечения кости при помощи пинцета надо немедленно прекратить, если косточка никак не хочет покидать слизистую, несмотря на то, что ее удалось хорошо ухватить. Если началось кровотечение, если пострадавший не может переносить процедуру, ему становится плохо, начинаются позывы на рвоту, головокружение и так далее. Помните, при любой из вышеперечисленных манипуляций существует риск смещения инородного тела, усложнения его дальнейшего обнаружения и устранения. Если ни один из этих способов не подействовал и кость по-прежнему на месте, пора отправляться к врачу. Это может быть терапевт или лор. Удаляется кость обычно с помощью специальных гортанных щипцов под контролем непрямой ларингоскопии. После успешного удаления полость рта ополаскивают антисептиками на водной или йодной основе: мироместин, фурацилин, хлоргексидин, йодинол. В первые сутки рекомендуется кушать только перетертую или полужидкую пищу во избежание дополнительной травматизации. Следует также временно исключить из рациона продукты, раздражающие слизистую, напитки с пузырьками, блюда с острыми специями. Но основным шагом, который следует предпринять, должно быть посещение врача. Только так вы будете до конца уверены, что проблема не оставила после себя последствий. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!